Australians of all time. Я, в общем-то, чувствую себя лучше всего и самым лучшим австралийцем всех времен. Had to bring a little bit of Australia with me. Я с собой привез немножко Австралии сюда. Well, what a joy it is to be back here in Moscow. Очень радостно вернуться сюда, в Москву. I've been coming here for a number of years quite regularly. Я сюда езжу уже целое энное количество лет регулярно. And it's a country and a city that I've become very fond of. И эта страна, и этот город, я полюбил их всей душой действительно. And the one thing that inspires me more than anything about Russians and Muscovites И то, что вдохновляет меня больше всего по поводу россиян в целом и москвичей в частности, is that you're such a people of passion. что у вас есть энергетика, у вас есть страсть. And that really inspires me. И это вдохновляет меня. But what I want to share with you over the next 20 minutes is a little bit about my story. Чем я хотел поделиться с вами в следующие 20 минут, это немножко своей истории. Because the building blocks of this industry are stories of people. Потому что камешки, из которых строится здание этой индустрии, эти самые кирпичики, это истории людей. And there are so many incredible stories of what people have achieved to create an incredible lifestyle for themselves and their family. Есть очень много историй, чего достигли люди с тем, чтобы, собственно, построить некую новую интересную жизнь, зажиточную жизнь для себя и своих семей. Because if you get it right in this incredible industry, I'll tell you what you get. Потому что если вы поймете эту удивительную индустрию, то вы получите от нее сторицы, и я вам сейчас расскажу, что. You get your dreams reborn. Ваша мечта, она переродится. Those dreams that you sometimes haven't dared to dream for years just through the challenges and rigors of day-to-day life. У вас появится новая мечта, о которой вы даже не мечтали мечтать. Она переродится, станет новой, красивой, большой, несмотря на все вызовы, которые бросает ежедневная жизнь. And I think stories offer a lot of inspiration of just what can be achieved. И истории, они вдохновляют нас, они, собственно, рассказывают, чего можно достичь, если трудиться. So this is my 30th year in this incredible industry of network marketing. Это мой 30-й год работы в нашей индустрии прямых продаж. But my journey started when I was 17 years of age. Но мое путешествие в индустрии началось, когда мне было 17. I did the right thing. I went to university. Я на самом деле делал правильные шаги, я поступил в университет. To get a science degree, but I decided that wasn't where my future lied. Я хотел получить диплом, но в итоге я понял, что это не мое будущее. So I decided to leave university and become a full-time network marketer. Я на каком-то этапе оставил университет и стал на 100% работать в нашей индустрии. Do you think I was crazy? Думаете ли вы, что я поступил глупо? All of my friends thought I was crazy. Все мои друзья в то время мне сказали, что я просто с ума сошел. Most of my family thought I was crazy. Все мои родственники тоже мне сказали, ты что, ты рехнулся, что ли? And even for me at 17, I thought I was a little crazy. И даже я сам себе, будучи 17 лет от роду, подумал, что, возможно, я не совсем дрожу с головой. But you know, the fortunate thing for me was that I had a mentor, I had a guide, I had someone to coach me. Но был и плюс, большой жирный плюс, это то, что у меня был наставник, у меня был гид, который повел меня за собой. And I'd watched this person over 10 years do incredible things in this industry. И я видел пример этого наставника, который делал, собственно, уже 10 лет работу в рамках этой индустрии и достигал великолепных вещей. And I felt with that support there was no possibility that I could fail. И я понимал, что с такой поддержкой я просто не смогу не достичь успеха. So I want to introduce you to my mentor, my coach. Это вот сейчас я вам покажу своего ментора, своего наставника, своего тренера. Actually, we have the wrong presentation. Похоже, я прислал не самую верную презентацию, потому что второй слайд пропущен здесь. Do we have the other presentation or? Если у нас еще одна презентация, у нас только эта презентация. Mr. Sebastian, are you there? You're not there. There's no even Mr. Sebastian, so there's technical personnel over there. I apologize.
Я прошу прощения, похоже, презентация несколько не та, которую я думал изначально. I'll change if we don't have it, Vlad, but... You want me to go check? Yeah, I think you need to actually carry on. Yeah. Change? Okay. Well, what I might do is do what I did yesterday, and I apologise for the people that... How many people were at the training yesterday? Сколько человек было на тренинге вчера? I might do that for the people here today. Я вот расскажу это для тех людей, которые, собственно, сегодня пришли, и вчера не было. У меня были на тренинге, для тех, кто был, повторюсь. And I'll throw in a little bit of my story. И в новый рассказ я буду включать свою историю. In this industry, you've got to... В этой индустрии надо быть готовым ко всему. So for me, my mentor, my coach, was actually my mother. Ну, мой наставник, про которого он пытался рассказать и показать в рамках этой презентации, это на самом деле была моя мама. See, I'd watched... My mother found and embraced this industry in the 70s after my family was faced with a real severe challenge. Моя мама, она, собственно, открыла для себя эту индустрию и начала в ней работать после того, как в семье наша случилась, собственно, сильная такая приносящая боль перемена. My father had passed away, and my mum was left with 3 children to raise. Мой отец умер, и у моей матери осталось, собственно, 3 ребенка, которых нужно было растить и воспитывать. A bank that was coming every week to take our house away. Банк, который хотел забрать наш дом за кредиты. But my mum was a fighter. Но моя мама, она была борец по натуре. And someone cared enough to tell her about the power of this incredible industry. И некто рассказал ей в один прекрасный день о силе этой индустрии. And the good thing was that my mum was actually talented at building a network business. И моя мама, она была достаточно талантливой, и у нее получилось строить хороший сетевой бизнес. And within the space of 4 to 5 years, she'd not only saved our house, but she'd paid it all off. И в течение 5 лет она не только сохранила наш дом, но она выплатила весь кредит, который, собственно, у нас был на долгие годы в заеме в банке. So she became my inspiration. She became the person that inspired me to achieve big things in this industry. Она стала моим вдохновением. Она стала тем человеком, который, собственно, вдохновила меня на то, чтобы достичь больших высот в рамках нашей индустрии. And for almost 18 years, we worked together as a mother and son team, traveling the world, building a successful business. 18 лет мы работали вместе, как мама и сын, но в то же время как 2 партнера работали и строили свой успех в рамках нашей индустрии. And when my mum retired in her 60s due to poor health, I started working for a brand new company, launched it in Australia. И когда мама моя ушла, собственно, на пенсию, если можно так выразиться, на покой, поскольку у нее здоровье было уже не то, ей было уже хорошо за 60, она стала больше отдыхать, я стал работать сам в Австралии изначально. And that company became the fastest growing company in Australia over the last decade. And every single life goal, financial goal, anything that I'd ever set to achieve was achieved. И эта компания росла наибыстрейшими темпами, что называется, в нашей стране, в Австралии. И всех своих финансовых целей я тогда добился, и всех своих бизнес-целей я тоже добился. And at 38 years of age, I decided to retire. И в 38 лет, когда мне исполнилось 38, я заработал столько денег, что я решил тоже, собственно, уйти на покой и начать больше отдыхать и развлекаться. I was happily married, 2 children, traveled the world. Я был женат, у меня была прекрасная жена, я был счастлив в своей семейной жизни, мы путешествовали с женой и своими 2 детьми. I was able to pay forward my experience in this industry to my children. Я помогал, собственно, и своим детям в рамках этой индустрии понимать, и с помощью индустрии оплачивал их затраты. To help them to dream bigger, to help them to have greater aspirations of what is possible to achieve in life. И смог научить их, чего можно достичь, как можно мечтать более большими параметрами о том, чего можно добиться в нашей индустрии.
So don't ever believe that network marketing isn't great for families. It's tremendous for families. Не думайте никогда, что наша индустрия, она, собственно, недостаточно хороша для семейного бизнеса. Она прекрасна для семейного бизнеса. So what brought me out of retirement after spending 25 years consistently building a network marketing business? И что привело меня обратно из моего долгосрочного отпуска, обратно в бизнес, после того, как до этого, до отпуска, я 25 лет подряд строил бизнес? A little bit of unfinished business. Нечто незаконченное. See, what I know is that most people don't feel that they're earning in life what they're worth. Большинство людей в жизни, они считают психологически чисто, что они недостаточно зарабатывают, не зарабатывают столько, насколько они оценены этой жизнью. Everyone kind of feels that they're underpaid and undervalued. Практически почти все чувствуют, что их недооценивают или им недоплачивают. So one thing that I'd never done in my career was doing what the majority of the top 100 earners that this industry has ever seen have done. И что я делал в своей карьере, это, в общем, не то, что большинство наиболее зарабатывающих людей делали в своих карьерах в этой индустрии. See, the formula to earn your worth, your highest possible worth in network marketing, is to be a pioneer with a future billion-dollar company. И формула для большого успеха в рамках нашей индустрии, на мой взгляд, это быть пионером в той компании, которая делает заявку на большую победу, на то, чтобы заработать миллиарды. So for me, that was goal number one. I was going to come out of retirement and find what I thought would be the next billion-dollar sensation in this industry. Я думал, что, возможно, вызовет меня обратно к работе из моего отпуска только некая новая компания, которая появилась бы на рынке, которая бросила бы вызов всему рынку, вызов, собственно, с заявкой на такую большую победу, на большие доходы. And after 3 years searching, I found Jeunesse. И через 3 года поиска и знакомств с разными компаниями я встретился с Jeunesse. And I went to work to see what I could achieve in that perfect circumstance of pioneering with a future billion-dollar company. И я начал работать, потому что я понял, что в этой компании, став пионером, став у самого начала у истоков, можно заработать много. And when you look at all of the different facts about Jeunesse, they're very compelling. It is the perfect recipe for a billion-dollar company. И я смотрел на все эти факторы, которые очень вдохновляли меня, которые являлись идеальным рецептом для того, чтобы Jeunesse вышла на миллиардные уровни дохода. My second goal was to be able to replicate my success in as many other people as I could. Моя вторая цель или оценка вот такой вот компании, к которой бы я хотел присоединиться, это возможность реплицировать свой успех в большом количестве людей, которые следовали за мной. I wanted to help create networkers that could be on that top 200 global list. Я хотел создать таких же сетевиков, которые были бы как я и зарабатывали бы в 200 сильнейших чеков в мире. So for me, I always felt that network marketing was my destiny. Я всегда чувствовал, что это некая моя судьба, сетевой бизнес. You know, I wake up each and every day feeling like I'm the luckiest guy alive. Я просыпаюсь каждое утро с чувством, что я самый счастливый человек на свете. Life is always an adventure. Жизнь — это приключение. You know, I wanted to live a lifestyle where I could be an architect by design. I could create my family's future. Я хотел жить как архитектор, который сам рисует здание своего успеха, своей семьи. But also at the same time having a lot of fun. Но в то же время я хотел иметь удовольствие, развлекаться. Do you know most people believe that wealth in life is measured by the money that you have in the bank? Большинство людей измеряют свой уровень дохода по количеству денег, которые у них есть на банковском счету. But true wealth in life is the experiences that you accumulate. Но на самом деле богатство — это тот опыт, который ты аккумулируешь в жизни. So I accumulate a bank balance of what I call perfect days. И я аккумулирую банковский баланс идеальных дней своей жизни. And there's no better way of achieving that than through this industry. И нет лучшего способа, чем достичь такого идеального банковского баланса отличных дней, чем в рамках нашей индустрии. But it all doesn't have to be 5-star hotels. И это не значит пятизвездочные отели. It can also be having a fun day, taking your wife out to dinner for our anniversary. Можно вот так же выехать, собственно, на ужин со своей супругой в годовщину нашей свадьбы. That was my limousine for the day. Это был мой лимузин такой стилизованный, что называется, в тот день. You've got to make life fun. Надо уметь наслаждаться жизнью.
But you know what? One of the things that I wanted to do was to also help to build incredible success stories. I wanted to replicate my success. Но я хотел бы также построить удивительную историю успеха. Я хотел бы реплицировать свой успех. And these are two young guys that I met in the industry 6 years ago that had never achieved success in network marketing. И это два человека, два молодых парня, которые я встретил 6 лет назад, которые никогда не имели до тех пор яркого успеха в нашей индустрии. They were hungry. They wanted to commit to excellence. Но они были, что называется, голодные до успеха. Им хотелось достичь совершенства. They were prepared to be coachable. They were prepared to do whatever it takes. И они были готовы на то, чтобы учиться, готовы на то, чтобы у них появился хороший тренер и научил их. And the great thing for me, not only did I have 2 fantastic enrollments, И для меня случилась некая магия этой индустрии. Не только я, собственно, подписал 2 хороших людей, but I just ended up finding 2 of my very best friends. но в конечном итоге через 6 лет вот мы стали лучшими друзьями на этой планете. And every time we sit down for a couple of glasses of red wine to talk about network marketing, И каждый раз, когда мы садимся за стол и наливаем красного вина и рассуждаем о нашей бизнесе, в нашей индустрии, we become instant industry experts. мы всегда становимся вот такими экспертами в рамках нашей индустрии. But we travel the world. Но We help people in any country we go to. мы путешествуем по всему миру, помогаем людям тоже достигать совершенства в нашей индустрии. And we enjoy this great industry. И мы наслаждаемся нашим опытом в этой прекрасной индустрии. But I want to tell you briefly about this lady. И еще раз пару слов об этой женщине, которая вот на Because фотографии. I had so many people yesterday that were inspired by her story. Много людей вчера были вдохновлены ее историей на тренинге. For a lot of the new people that are here today, I want you to see that if Susan can do it, the lady on screen, you can be successful in Jeunesse too. Если вот этой женщине, Сьюзан, которая, собственно, начинала из самых нижних уровней слоев, смогла достичь большого успеха, если она смогла, то все могут. See, Susan is a Chinese immigrant that moved to Australia 20 years ago for a better life. Сьюзан — это китайская иммигрантка, которая приехала в Австралию в поисках лучшей жизни. And she'd worked very, very hard in Australia to build a successful business. И она работала очень тяжело и очень упорно в Австралии с тем, чтобы построить успешный бизнес. But it was just a traditional business and it was failing. Но у нее был традиционный бизнес, традиционной индустрии, и он на каком-то этапе развалился. And she decided to try network marketing to reinvent herself. И она решила попробовать сетевой бизнес для того, чтобы, собственно, переосмыслить себя и свое будущее. She couldn't speak great English and she was in a foreign country. Она была не в той стране, в которой она родилась, она не знала английский язык, он у нее был очень плох. But she was determined and she was prepared to do whatever it takes. Но она имела настрой на победу и готова была идти до последнего. And this picture of Susan right here, you will probably see a little bit of yourself in this picture. И на этой фотографии, возможно, вы узнаете и себя тоже, волнующийся человек, который, собственно, не понимает, куда идет. This was her first Jeunesse event. Это было ее первое мероприятие Jeunesse. She sat in the back of the room, listening to everything and wondering, could she do this? Она сидела в самом конце зала и волновалась, получится ли у нее. And something in her head said, you know what? You can just learn along the way. И что-то ей говорило, то есть ей шептали эти голоса в ее голове, что, возможно, у нее ничего не получится. And she was introduced to me by one of my enrollments. Ее представил мне один из моих людей, моих партнеров. And we partnered together. I became her coach. И мы стали работать вместе, я стал ее наставником. And she was not the fastest learner. И она не была одним из самых быстрых моих учеников. But she was determined to never, ever stop. Но она была настроена на победу, на то, чтобы не сдаваться. Her goal each and every day was to get a little bit better, a little bit better. Каждый день она старалась стать на шаг лучше, пройти на шаг больше, чем она знала и понимала до этого. She would never miss an event. She would never miss a webinar. Never an opportunity to learn about Jeunesse. Она никогда не пропускала мероприятий, никогда не пропускала вебинаров, никогда не упускала момента узнать больше про Jeunesse.
And her language skills gradually got a bit better. Ее английский стал улучшаться тоже. She started to learn about this industry. Она стала понимать больше про эту индустрию. And it took her 3 years to build a business to a level that she was earning an income. И через 3 года она построила бизнес до такого уровня, что стала уже зарабатывать недурственные деньги. It took her 3 years to get to the level of Sapphire Elite. Через 3 года она вышла на уровень элитный сапфир. Now, unfortunately, most people during that 3-year period will quit due to excuses. Большинство людей, как мы знаем, за 3 года тяжелой работы очень часто отваливаются от бизнеса, потому что находят для этого, собственно, кучу причин. But Susan didn't believe in excuses. Но Сьюзан не верила в такие причины, в такие слабости. She was going to find a way to succeed no matter what. Она готова была найти путь, на котором она могла добиться бы успеха, вне зависимости от всех других причин. And after 3 years, she started to attract incredible, talented people into her business. И через 3 года она стала привлекать толковых и талантливых людей в свою индустрию, в свой бизнес. She went from Sapphire Elite, doing around 100 cycles per month. Она построила свой бизнес от элитного сапфира, которая на то время она выполняла что-то в районе 100 циклов в месяц. To at the end of the year going to 1,700 cycles for the month as a diamond. И в конце этого года она вышла, ну в смысле того года, когда она построила сапфир, она вышла на уровень 1700 циклов, то есть перейдя уровень бриллианта. Almost growing by 20 times. Выросла почти что в 20 раз в промежутке одного года. So have a look at that picture right now. Many of you will see yourself. Посмотрите на эту фотографию еще раз. Неуверенный человек, возможно, вы узнаете в нем себя. But that's the old Susan. Но это та старая Сьюзан. Here's the new Susan. Вот новая Сьюзан. This is Susan and I in Switzerland this year at the Diamond Experience. Это Сьюзан и я. Мы находимся в Швейцарии. Это ранее в этом году на отдыхе бриллиантов. She'd finally realized Она наконец, собственно, реализовала себя. that her vision of becoming a diamond was a reality. Она наконец поняла, что ее видение, что она может стать бриллиантом, стало явью. And now she has diamonds and emeralds in her team. И сейчас у нее уже самой в ее команде есть бриллианты и эмеральды, изумруды. That she is training and coaching. И сейчас она уже стала тренером и наставником. And this is the new Susan today. И вот это новая Сьюзан сегодня. Just 2 months ago, she spoke in front of 15,000 people in Macau. 2 месяца назад она выступала на сцене перед 15 тысячами человек на тренинге в Макао. She's no longer my student. She's my equal. Она уже не мой студент, она уже мой идол, она переросла наставника. And now she has students. She's coaching others. И сейчас у нее есть студенты, и она уже учит других. So I want you to take on board the #1 network marketing message. И первое ключевое послание, которое я хотел вам сегодня преподать. If Susan can do this, Если you can do it too. Сьюзан смогла достичь успеха, то любой из вас тоже может. See, this is a business that it doesn't matter whether you're rich or poor. Это бизнес, в рамках которого не важно, богат ты или беден. It doesn't discriminate between your religion. Нет дискриминации по поводу того, в какой религии вы находитесь, в какого Бога вы верите. It doesn't matter what country you're from. Неважно, из какой страны вы родом. It doesn't matter your skin color. Неважно, какого цвета у вас кожа. Everyone in network marketing is born equal. В рамках нашей индустрии все равны, изначально на этапе старта все равны. All you need to have is a high dose of belief that you can do this. Главное, чтобы иметь, это большую веру в то, что ты можешь победить. No one knows everything when they start. Никто не знает всего, когда он начинает. But if you stay focused, но если ты будешь сосредоточен, сфокусирован, and take this industry into your heart, и воспримешь всем сердцем эту индустрию, every single person here in the room has potential to become a diamond like Susan. Каждый человек в этой комнате, в этом зале имеет потенциал, на то, чтобы вырасти до такого уровня, как выросла Сьюзан. So just have a look around the room that we have here right now in Moscow. Посмотрите вокруг себя, посмотрите на этот зал, посмотрите на ваших коллег, сидящих рядом. This will be the smallest Russian conference that Jeunesse will ever see here in this country. Это последняя вот такая вот маленькая конвенция, которую вы видите в России в истории Jeunesse.
And next time I'm back, I want to see the Susan stories here in Moscow. Потому что я уверен, что в следующем году, когда я сюда приеду, я услышу историю Сьюзан здесь, в Москве. Thank you, everyone. Спасибо большое.